Привет, друзья! С вами Нина, и я приглашаю вас на мой новый мастер-класс по плетению корзинки из газетных трубочек. Плести я буду узором гусиные лапки. Для этого мне нужно два контрастных цвета. Один у меня светлый, это лимонно-желтый, и второй темный, это черный. Вы можете использовать два любых контрастных цвета, светлый и темный. Сочетание этих цветов даст возможность проявиться этому узору и хорошо продемонстрировать его. Об этом узоре я узнала из фото мастер-класса Ларисы Григорьевой. Спасибо ей большое, очень интересный узор. Сегодня я его попробую. Ссылочку на фото мастер-класс я оставлю в описании под видео. Сейчас я вам немножечко расскажу о материалах, из которых я готовила трубочки. Я брала чистую газетную бумагу. Для плетения я использовала полоски 7 сантиметров. Для трубочек основ полоска 10 сантиметров. Также я использовала спицу 1,2 миллиметра. Это тоненькая спица. Трубочки основы получаются потолще, на них держится все изделие, а трубочки для плетения немножечко потоньше. И после этого я их покрывала краской. Для светлых трубочек я смешивала белую акриловую эмаль, грунтовку глубокого проникновения, воду и лимонно-желтый колер. Для того, чтобы трубочки получились такими красивыми и закрасился серый принт газеты, добавляйте обязательно акриловую эмаль. Для окрашивания трубочек в черный цвет я использовала только грунтовку глубокого проникновения, воду и черный колер. Эмаль я не добавляла, это не нужно. Для того, чтобы трубочки были пластичные, обязательно после этого покрываем их смесью акрилового лака с водой в пропорции 1 к 2. Это дает возможности не краситься колеру, особенно черному, руки будут у вас чистые, и трубочки будут пластичные. Это у меня стоечки, я их также покрыла смесью лака с водой и очень хорошо высушила. А трубочки для плетения я уже подготовила, завернув в пленку, чтобы они оставались влажными. И сейчас я покажу, какие они у меня будут в работе. То есть они не должны быть очень влажными, слегка подсушенными. И вот получается, какие они пластичные и готовые для работы. Такие трубочки в плетении будут ложиться очень аккуратно, и корзинка будет выглядеть просто великолепно. Так что обязательно покрывайте раствором лака с водой, вы не пожалеете. Оплетать мы будем вот такую форму. Я ее подготовила для оплетания, для того, чтобы не испачкать, покрыла пищевой пленкой и сделала ручку из скотча, так как форма невысокая, чтобы ее удобно было вынимать из готового плетеного изделия. Сейчас мы ее измерим, и я буду делать картонное донышко. Периметр формы у нас 60 сантиметров. Сейчас мы определим, сколько нам нужно использовать стоечек основ. На них будет держаться все изделие. Расстояние между стоечками мы будем делать примерно 2,5 сантиметра. И у нас в работе будут сразу по 2 стоечки. Так получается более красиво. Расстояние нужно делать не меньше, чем 2 сантиметра, иначе этот узор будет смотреться некрасиво. Расстояние измеряю от середины соединения двух трубочек. Получается, стоечки будут выглядеть примерно вот так. Теперь посчитаем. Периметр 60 сантиметров. Делим на расстояние между стоечками 2,5. Итого получается 24 трубочки основы.
Так как у нас трубочки по 2, то их будет в 2 раза больше. Поэтому используем 24 светлых, 24 темных, так как мы будем чередовать. То есть одна пара стоечек будет светлая, темная и так далее. Вот такое донышко получилось. Делала я его из 2 частей картона и оклеивала обоями. Сейчас покажу, как я рассчитывала трубочки, то есть делила напополам. Это получается 4 стоечки. И вот в этих промежутках размещала еще по 5 трубочек. То есть сделала разметку на равном расстоянии. Более подробно о том, как сделать красивые ровные трубочки, равномерно их окрасить, сделать пластичными, а также как сделать картонное донышко, оклеенное обоями, и подготовить форму для оплетания, я рассказываю в своих подробных отдельных мастер-классах. Смотрите, пожалуйста, подробно в описании под видео. Также я оставлю ссылочки. Приступаем к процессу плетения корзинки. Хотела уточнить, что для узора гусиные лапки необходимо четное количество двойных стоечек. Также хочу сказать, что пользоваться я буду полимерным клеем и клеем Момент Столяр Супер ПВА. На полимерный клей я буду приклеивать наши трубочки для плетения к стоечкам, а клеем Супер ПВА я буду склеивать трубочки между собой, когда они будут соединяться в процессе плетения. Для того, чтобы скрыть промежуток между 2 картонками, начинаем плести плетением веревочка в 3 трубочки. Это более объемное плетение, это будет первый ряд. И начинаем плести черными трубочками. Хвостик вот здесь, чтобы не топорщиться, обрезаем под прямым углом. Так будет удобнее соединять в дальнейшем трубочки между собой. И 3 трубочки подклеиваем к 3 стоечкам с обратной стороны. Таким образом. Первый ряд плести будет не очень легко. Трубочки вот так приподнимаем. Плести будем с левой трубочки, заводя ее поверх 2 приклеенных и за свободные 2 стоечки. Делаем немножечко вот здесь посвободнее. Доходим до стоечек, делаем небольшой замин и заводим за них. Сразу же поднимаем следующую пару стоек. Прижимаем плетение к донышку. Продолжаем точно так же. Когда трубочка заканчивается, то обрезаем ее на расстоянии примерно сантиметра за стоечкой под острым углом и наращиваем следующий. Капаем туда обязательно капельку клея. Вот в этом месте, где у нас трубочка заканчивается, где скрутка, здесь могут быть непрокрасы от клея, вот, то их обязательно обрезаем. И это место еще грубо смотрится в плетении. И аналогично наращиваем 2 остальные. Доходим до конца ряда. Вот первая трубочка, с которой мы начинали. Ее нужно обозначить чем-то, чтобы нам понимать. Вот я обозначила резинкой. И заправляем теперь веревочку не с левой, а с правой.
То есть мы заводим правую за 2 и выводим внутрь. Там мы ее обрежем потом по рисунку, она нам уже не нужна будет. Потом берем вторую, точно так же за 2 и заводим внутрь. И последняя трубочка заходит за 2 и выводим ее вперед. Она нам сейчас пригодится. Дальше мы уже будем плести узор гусиные лапки. И к соседней трубочке уже сейчас будем подклеивать светлую и плести 2 трубочками контрастных цветов. С обратной стороны вот эти трубочки обрезаем под острым углом и подклеиваем прямо к донышку, чтобы здесь их было незаметно. Прижимаем ножницами. Вот. И теперь мы уже можем поставить форму. Выравниваем здесь хорошо. И дальше уже будем ее оплетать. И дальше мы будем плести плетением веревочка в 2 трубочки. Начинаем плести также с левой трубочки. Заводим ее поверх одной и за вторую. То есть здесь уже гораздо проще. Также не забываем прижимать трубочки к плетению и выравнивать стоечки на одинаковом расстоянии друг от друга. Доходим до отмеченной трубочки и теперь черную трубочку оставляем и будем плести одной трубочкой. Плетение будет называться ситцевое. То есть мы накладываем на темную и за светлую. И так продолжаем дальше. На темную и за светлую. Темная трубочка будет дожидаться того, как светлая пройдет круг, и дальше мы опять будем плести веревочкой из 2 трубочек. Доходим до отмеченной, делаем последний виток за светлую трубочку. Вот дальше у нас уже идет отмеченная, и мы под светлую заводим темную трубочку, которую мы оставляли, за нее. И дальше мы будем плести веревочкой в 2 трубочки, только обратной. То есть у нас вот эта трубочка накладывается не поверх правой, а левая идет под низ. И за свободную. То же самое темной трубочкой. Под светлую и за свободную. Так делаем еще 1 круг. Не забываем выравнивать стоечки вертикально и делать их на одинаковом расстоянии, чтобы узор смотрелся красиво.
Доходим до отмеченной. За отмеченной темной трубочкой делаем последний виток. И теперь у нас уже остается свободная светлая трубочка. То есть она ждет, пока мы сделаем круг с ситцевым плетением одной черной трубочкой. После того, как мы дойдем до конца, мы уже будем опять плести плетением прямая веревочка. Итак, у нас получается, мы плетем прямая веревочка, потом у нас одна трубочка с ситцевым плетением светлая, потом обратная веревочка с ситцевым плетением темная, потом будет опять прямая веревочка, светлая, обратная веревочка темная. И так мы чередуем. Сейчас у нас уже отчетливо видно рисунок гусиные лапки светлыми трубочками. Вот. И сейчас, когда мы проплетем еще 3 ряда, у нас уже будет темными точно так же видно. Так что продолжаем дальше. Вновь доходим до конца ряда. За отмеченную заводим темную. Вот у нас светлая трубочка, которую мы оставляли. И теперь у нас уже начинается плетение прямая веревочка. Я доплела 5-й ряд, и теперь оставляем черную трубочку и плетем светлой трубочкой с ситцевым плетением. Обратите внимание, что светлые трубочки у нас всегда накладываются на темные стоечки и заходят за светлые. Это касается и ситцевого плетения, и веревочки, и то же самое темные трубочки. Они всегда заходят за темные стоечки и идут поверх светлых. Так вы не запутаетесь. Так что контролируйте этот процесс. Шестой ряд я закончила светлой трубочкой. И теперь будьте внимательны при переходе на 7-й ряд на обратную веревочку. Черную трубочку мы заводим под светлую и за отмеченную. Вот. И дальше мы уже плетем обратной веревочкой, чтобы здесь рисунок сохранился. Заканчиваем 7-й ряд и на 8-м ряду уходим на ситцевое плетение темной трубочкой. Светлая трубочка остается сверху. Доходим до светлой, заводим над ней за темную, за отмеченную. И 9-й ряд у нас идет прямая веревочка. Все повторяется. Обязательно следите за рисунком. Сейчас уже очень четко вырисовываются лапки. То есть и светлые, и темные. Если вы видите, что у вас рисунок нарушен, то лучше распустите или расплетите и заново сделайте, потому что если у вас рисунок здесь не будет соблюдаться, то будет смотреться некрасиво. Так что следите за рисунком и все поправляйте. Пока трубочки еще пластичные, немножко влажные, они очень хорошо
ложатся. Прижимайте плетение и вот так вот его поправляйте, делайте ровненьким. Все, так продолжаем плести дальше. У меня форма невысокая, я ее буду сейчас немножечко поднимать и буду плести ну, достаточно высоко. То есть у меня будет форма высокая. Все, я доплела 27 ряд, и мне такой высоты вполне достаточно у корзинки. Вот такой оригинальный узор в итоге получился. Смотрится очень хорошо, все очень ровненько. Очень хорошо получается переход между темным и светлым цветом и между рядами. Я прочитала, что такой переход предложила Елена Давыдова. Так что спасибо ей большое за идею. В итоге корзиночка получилась ровненькая и с равномерными переходами. Я заканчиваю на том же самом месте, где и начинала. Вот у меня отмеченная трубочка. Дальше я буду плести один ряд веревочкой из 3 трубочек, только не прямой, как мы здесь плели, а обратной. Вот сейчас я обрежу вот эту светлую трубочку и подклею ее. Потом у меня она здесь плетением прикроется. А после отмеченной сюда и еще вот за эти 2 я буду наращивать еще 2 трубочки. Буду подклеивать с обратной стороны. Все готово. Кстати, обратите внимание, что закончила узор я, ну, когда у меня закончился вот светлая лапка. Так получается более красиво. То есть светлые лапки, они выделяются намного лучше, чем темные. Вот, поэтому сейчас, когда я проплету темный ряд, еще один, у меня рисунок будет отчетливее виден. Вот, а затем уже будем делать загибку. И еще, кстати, форму я пока оставляю. Я ее в процессе плетения все время поднимала. И сейчас, когда я этот ряд проплету, я уже ее буду вынимать. Ну все, начинаем. Обратная веревочка из 3 трубочек плетется так. Левая трубочка заводится под 2 и за 3, за свободную. Также в начале чуть-чуть посвободнее сделаем, чтобы здесь у нас хорошо улеглись последние ряды. И так продолжаем дальше. Когда трубочки заканчиваются, то имейте в виду, что наращивать их нужно так, чтобы соединение попало под вот этими 2 трубочками. Поэтому обрезаем где-то на уровне вот этих 2 трубочек. Доходим до конца ряда. Теперь нам перед тем, как заправлять трубочки, нужно будет вынуть форму. Она нам уже не понадобится.
В дальнейшем при плетении загибки нам будет форма мешать. Вот, сейчас покажу, как заправлять будем. Левую заводим под 2 и за отмеченную. Там оставляем внутри. Теперь следующую за 2, раз, два, и под одну, вот тут у нас есть как раз промежуток, и последнюю также отсчитываем раз, два, но только уже заводим вот сюда под 2. Здесь аккуратненько по рисунку все укладываем. Теперь первую и третью трубочки выводим вперед. Они нам нужны будут для загибки. Сюда вот так. А вторую обрежем под острым углом и там по рисунку подклеим. На загибке нам нужно будет 4 трубочки. То есть темная выходит из-за отмеченной. Затем мы будем подклеивать светлую за светлые стоечки. Затем темная идет. И за 4-ю также будем подклеивать светлую. То есть мы будем плести загибку, которая называется изида. Суть этой загибки в том, что мы плетем прямую веревочку из 4 трубочек. Аналогично тому, что мы плели вот здесь снизу. Из 3 трубочек, здесь будет из 4 только. И стоечки двойные, они будут опускаться вправо и заходить за соседнюю. Вот сюда укладываться рядышком с той трубочкой, которую мы будем заводить за стойку. И здесь мы будем ее обрезать и подклеивать. И каждый предыдущий ряд, он будет прикрывать место среза, и его будет незаметно, и будет хорошо смотреться. У нас вот эти стоечки, они покрыты лаком с водой, если помните, и хорошо высушены. Они нам нужны тоже пластичные, они должны хорошо гнуться, чтобы вот в этом месте не было заломов. И они не нужны такие вот высокие. Сейчас я их обрежу где-то на расстоянии примерно 7 сантиметров. И смочу водой. Все стоечки обрезаны, и все я их смочила. Нужно очень хорошо смочить, именно горячей водой, чтобы даже это был кипяток. И внутрь наливаем из-под крана, и снаружи поливаем трубочку. Не бойтесь, что корзинка размокнет. Она у нас покрыта лаком с водой, и во время плетения она высыхала, и она достаточно прочная. То есть она не намокнет. И так же, как мы это делаем, когда трубочки для плетения укладываем в пленку, чтобы они оставались влажными, на какое-то время, может минут на 15 или на 30, эти трубочки вот спрячьте штучек вот так по 6 в пленочку, заверните, и пусть они немножечко постоят, пропитаются. Здесь я пленочку сняла, трубочки у меня уже достаточно увлажненные, уже вот хорошо гнутся. Также нужно подготовить спицу. Возьмите спицу немножечко потолще, не ту, на которую мы крутили трубочки, потому что сейчас мы будем вот эти стоечки вот так вот на спицу опускать. То есть она должна быть немножечко потверже. Также во время плетения остаются какие-то трубочки ненужные. Вот мы их будем использовать для того, чтобы за каждой вот приклеенной трубочкой для плетения зарезервировать место. Потом в самом конце на это место у нас будет загибаться последняя трубочка и стоечки, те, которые вот здесь вот в самом конце. Плетем слева направо, заводя за 3 стоечки, 1, 2, 3, и накладывая поверх 3 трубочек.
Здесь делаем посвободнее и заводим за свободную. На следующем этапе вот эта стоечка у нас будет загибаться к ней и ложиться параллельно. Здесь, чтобы она аккуратненько согнулась в одном месте, делаем вот так. Раз, и укладываем ее и выводим сюда к темной трубочке. Аккуратненько сразу ее тут поправляем. Делаем следующий шаг, то есть берем уже светлую трубочку и за четвертую, за свободную. И теперь точно так же поступаем с двумя темными стоечками. Делаем вот так и выводим вперед и укладываем параллельно со светлой. Сразу же поправляем их сзади, чтобы они здесь ровненько лежали. Теперь вот эти две стоечки нужно обрезать. То есть вот так рабочую трубочку отгибаем, обрезаем прямо вровень с рабочей трубочкой. И здесь капаем клей. Можно это делать вот на этом этапе, то есть перед тем, как уложить две трубочки, мы можем вот сюда капнуть клея, чтобы они здесь зафиксировались. И так продолжаем дальше. Берем темную теперь и заводим ее за свободную. Если боитесь здесь перепутать, то помните, как мы плели ранее. То есть берем темную и заводим всегда за темную стоечку. То есть светлая трубочка заводится за светлую стоечку, а темная всегда за темную. Здесь сразу аккуратненько поправляем косичку. И стоечку также к ней. И две соседние стоечки обрезаем. Вот так получается сверху. То есть здесь веревочка аккуратненько укладывается. И сзади стоечки тоже поправляем. Они у нас тут влажные. Если краска где-то трескается чуть-чуть, ничего страшного, мы потом ее подкрасим. Краска у нас осталась. Не забываем наращивать также трубочки для плетения. Вот у нас сюда заходит, и мы здесь максимально близко к плетению, где-то на расстоянии 5 мм отрезаем, чтобы здесь соединение тоже скрылось за последующими рядами. Доходим до отмеченной стоечки. Вот у нас последние две трубочки сюда легли. И теперь уже следующий виток у нас пойдет вот под первую. Так что вот теперь эту трубочку мы должны заправить
за отмеченную, вот сюда. И вместо светлой у нас сюда пойдут вот эти две стоечки светлые. Все. Теперь следующая левая укладываем также по рисунку, и она у нас идет уже за светлую, вот за свободную, и вот сюда ко второй трубочке. Это у нас темная, она впереди вот так идет. Сейчас сюда мы будем следующие укладывать слои. И сюда вместо второй светлой идут вот эти две темные. И в предыдущем ряду, где мы обрезали 2 трубочки, теперь обрезаем 3, потому что все, у нас ряд заканчивается. Это было последнее заправление, так что все 3 обрезаем и здесь подклеиваем. Теперь заправляем предпоследнюю трубочку, заводим ее вот сюда, опять же вот в этот кармашек, за темную трубочку. Вот так вот параллельно укладываем ровненько и заводим вместо третьей сюда. И рядом с ней вот эти две предпоследние. Трубочки прижимаем, хорошо подклеиваем, чтобы они не выскочили. И остается заправить последнюю трубочку. Здесь будьте внимательны, ее укладываем между двумя черными. То есть у нас вот рисунок здесь сочетается, видите? Светлая, темная, светлая, темная. Вот здесь остается 2 темные, и вот сюда ее укладываем, чтобы здесь все сошлось. И она у нас пойдет вместо последней уже светлой вот сюда. Ну и соответственно последние 2 стоечки уже идут вот вместо последней белой резервной трубочки. Пока загибка еще влажная, она поднимается, вот так чуть-чуть приподнимаем, и все 3 вот здесь, вернее все 6 уже здесь обрезаем. И затем все поправим по рисунку. В этом месте, где подклеивали, очень хорошо вот укладываем, вот так расслабляем, потому что здесь иначе будет заметно и то, где мы обрезали, и место вот начала. То есть вот так прямо выравниваем все. И проходим, пока коса у нас влажная, и трубочки здесь еще не высохли. Проходим и все очень аккуратненько вот так вот выравниваем. Все, я закончила. Вот такая загибка у нас получилась. Так смотрится сверху. Очень интересно смотрится сочетание, опять же, 2 контрастных цветов и на загибке тоже. Теперь остается только пройти и замазать вот краску в некоторых местах, в которых она потрескалась. Также
Это нужно сделать на донышке. Когда мы поднимали, здесь тоже вот в каких-то местах краска треснула. И здесь просто нужно подкрасить. Когда красите трубочки, никогда не выливайте остатки краски. Во-первых, может не хватить трубочек, нужно будет еще подкрасить. Во-вторых, вот для таких вещей, где не прокрасы какие-то, возьмите маленькую кисточку. А для подкрашивания черной краски я беру вообще маленькую кисточку, потому что здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы не испачкать светлые трубочки. Если вы испачкали светлые трубочки, то запаситесь влажной салфеткой и сразу протирайте. На донышке все стоечки, которые я поднимала, я покрасила в черный цвет, потому что здесь они так менее заметны, они сливаются вот с черной косичкой. Все готово. И теперь нам нужно прогрунтовать корзину. Смесь грунтовки состоит из смеси акрилового лака с водой в пропорции 1 к 1. Вот такой раствор получается. Грунтуем мы корзинку для того, чтобы она приобрела еще большую прочность. Ее можно было бы споласкивать, протирать влажной тряпочкой. Она у нас уже имеет определенную прочность. Но все же в промежутках между плетениями еще держится непрочно. Корзинка немножечко у нас двигается. Нам нужно ее зафиксировать. Равномерно покрываем смесью со всех сторон и хорошо размазываем лак, чтобы он не остался в плетении. И даем просохнуть примерно 12 часов до того, как мы будем покрывать лаком. Если вы хотите ускорить процесс высыхания, то можете высушить ее феном. Если у вас донышко сделано из бумажных обоев, то его нужно тоже прогрунтовать. Но если обои виниловые или флизелиновые, то покрывать ни в коем случае не нужно, потому что они уже покрыты специальным лаком. После того, как прогрунтовали, нужно обязательно выровнять верх корзинки, бока. Сейчас она влажная пока. Потом вам это уже не удастся сделать. И еще, если вы подсушиваете феном, то во время того, как вы дуете феном на корзинку, обязательно вот так вот разравнивайте кисточкой, для того, чтобы лак здесь выровнялся, не оставились капли и равномерно все распределилось. Есть еще один способ выровнять верх корзины, сделать его круглым. Это в том случае, когда форма основа уже не входит в ваше изделие. Можно просто сверху поставить круглую чашку, если у вас есть такая по размеру. Вот как я это сделаю. И придавить ее. Так по круглой форме верх корзинки выровняется и будет смотреться очень хорошо. И так оставить сушиться. Спустя 12 часов корзиночка высохла и обрела прочность. И теперь остается только сделать финишное покрытие акриловым лаком, для того, чтобы она заблестела и смотрелась еще лучше. Будем брать неразбавленный акриловый лак. Также я буду использовать жесткую кисть с искусственным ворсом. Лучше ей будет размазывать лак, и он не останется в плетении. Также можно использовать еще маленькую кисточку для того, чтобы пройтись в конце и убрать излишки лака.
Не нужно наносить много лака. Достаточно покрыть только верхний слой корзинки и очень хорошо растереть лак. Потому что если он останется в плетении, он там будет смотреться плохо. Моя корзинка готова. Вот такая превосходная она получилась. После того, как лак просох, она приобрела характерный блеск. Когда такие яркие изделия покрываете глянцевым лаком, они очень здорово блестят, переливаются. Сочетание этих двух контрастных цветов меня очень удивило. Я не знала, как будет смотреться такой яркий, насыщенный цвет в плетении. И когда я стала сочетать его с черным, я только выиграла, потому что этот цвет, он себя полностью здесь проявил. И черный, он оттеняет вот такие яркие, насыщенные цвета. И они смотрятся хорошо, особенно вот этот узор гусиные лапки. Загибка изида очень украшает верх корзины. Благодарю всех, кто плел вместе со мной. Надеюсь, ваша корзинка получилась такой же красивой, и вы порадуете себя и своих близких. Друзья, если вам понравился этот мастер-класс, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх и делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Желаю всем творческих успехов!